Всем привет! Начинаем наше сегодняшнее погружение. И тема у нас, просто великая — «Властелин колец» Толкиена. За основу берем вводный текст, такой, знаете, обзорный по этой вселенной, попробуем разобраться, какие акценты он расставляет, на что обращает внимание. Стартуем мы, как водится, вшире, у хоббитов. Они ценят покой, уют, но вот одному из них, Фродо Бэггинсу, выпадает совершенно невероятная задача — нужно уничтожить единое кольцо. То самое кольцо, да. Творение темного властелина Саурона, могущественный артефакт. Звучит как, почти невыполнимая миссия. Источник, наверное, это подчеркивает. Безусловно. Сразу задается масштаб. Окей, давайте дальше. Путь Фродо, он ведь лежит через все Средиземье. От этого самого Шира до мрачного Мордора. Именно. Это огромное путешествие, полное опасностей. Текст это очень ярко описывает. И он не один, конечно. Рядом верный Сэм. И потом собирается Братство Кольца. Угу. Гэндальф, Арагорн, Леголас, гном Гимли, Боромир, люди, эльф, гном Маг, хоббиты. Да, компания разношерстная. И вот тут интересно, наш источник просто их перечисляет или делает какой-то акцент? На чем фокус? А вот фокус как раз на этом разнообразии и самого братства, и мира в целом. Понимаете? Текст как бы говорит, смотрите, это не просто приключения одной группы. Это затрагивает всех. Величественные эльфы в Рилемделе. Угу. Гордые гномы в своих горах. Угу. Люди, которые сражаются за свои королевства. Рохан, Гондор. И не только они. Даже хранители лесов Энты. Точно, Энты? И, конечно, силы зла. Орки. Ужасные назгулы. Да. То есть Толкин, и текст это подчеркивает, создал не просто декорации, а целую вселенную с разными народами, своими культурами, историей. Вот это богатство мира, оно прям завораживает. И вот эта проработка мира, она как-то связана с основной сюжетной линией в тексте. Зачем это подчеркивать? Казалось бы, главное кольцо, Саурон. А вот это как раз ключевой момент, на который, похоже, указывает источник. Эта глубина мира, она придает вес всей истории. Понимаете, когда мир такой живой, такой детальный, ставки возрастают многократно. Ты понимаешь, что именно на кону. То есть не просто абстрактное добро против зла. Именно. А конкретной культуры, истории, леса, города, сама ткань мира, которую можно потерять. Это делает борьбу не черно-белой схемой, а чем-то очень реальным, ценным, за что действительно стоит сражаться. Ясно. Значит, мир — это не фон, а полноценный участник. И тогда главный конфликт — свет против тьмы. Источник говорит, что он тоже не такой однозначный, что борьба не черно-белая. Совершенно верно. Очень важный момент, который выделяется, это искушение. Искушение властью, которое несет кольцо. Да, кольцо же влияет на всех. Вот, и текст подчеркивает, это искушение универсально, оно касается не только явных злодеев, оно может затронуть и героев, самых благородных.